Занятие второе. Изменение судьбы. Продолжение. Итак, первая программа. Первые две программы. Одна по служению, одна по развитию, остальные по остальным личным качествам. По служению, да, это эгоизм. Эгоизм– одна из ключевых программ, которая мешает человеку жить. Да, если коротко сказать, что такое эгоизм. Все себе. Вот есть окружающий мир, да, гребу под себя. Все себе, и сколько я бы ни нагреб, все равно будет мало. И все равно окружающий мир, Бог, люди, вот все мне должны. То есть служение– это человек духовный, он воспринимает жизнь как прекрасную возможность, он обучается неуязвимости, да, не переживать, не страдать. Он обучается извлекать радость и наслаждение и от созидания, и от борьбы. И программа номер 2 по развитию– это когда человек не восприимчив к критике или э, у него такая неадекватная нервная реакция на критику. Программа, по сути, проще простого. Развитие– это два направления. Убирать то, что мешает. Да, для этого нужно спокойно, рационально, аналитически подходить к проблеме. Это непросто, потому что затронул проблему, да, она там реагирует, обидно бывает, больно бывает. Но если человек болезненно реагирует на критику, он во второй класс, грубо говоря, не перешел. Да, ему тяжело развиваться. Поэтому если человек не способен адекватно и заинтересованно и с благодарностью работать с критической информацией, его возможности развития, они сильно ограничены. Ну, предположим, из 100% ценностей там разблокировано несколько, вот они могут развиваться, где нет там запретов, преград, а все остальное нужно разблокировать. Да, если человек идет там с первого уровня, там, со второго уровня, да, ведь это там, с обывательского уровня, ведь это сфера, где духовные ценности, они заблокированы со всех сторон. Не только духовные ценности, там отношение, опять же, к деньгам, к управлению, да, к управляющим ролям, там, к исполнительским ролям. Ну, все, как правило, все требует коренного пересмотра. Да, вот хочу. А эгоизм, да, ведь это что? Все преступления от этого. Тебе же нужно убей, тебе же нужно укради, тебе же нужно отбери. Да, пожалуйста. Если человек эгоистичен, он готов переступать через что угодно. И вторая программа– уязвимость к критике, в словах картинку. Ну, представьте, там зуб болит или аппендицит. Да. Если вы способны, да, открываться критике, ну, грубо говоря, идите к специалисту, к хирургу, там, зубик подлечили, аппендицит удалили, живем спокойно. Да, если этого не сделать, ну что, проблема нарастает, взрывается, человека скорая увозит, или зачем скорая, сразу нужно уже по адресу, да, где уже не лечат, если человек проблему запустил. Да, поэтому нужно лечить проблемки вовремя. Для этого существует открытость критики. И адекватный человек, он заинтересован, а что мне больше всего мешает убрать, а что мне даст самые большие возможности реализовать. Следующая программа. Первая– обесценивание результатов. И вторая аналогичная– обесценивание покровительства. Ну, у каждого свое по-разному. Да, отрабатывает. Желательно это все-таки увидеть. Ну, как работает закон. Ты следуешь закону, или тебя там штрафуют, или в тюрьму садят. Да, как работает закон. Следуй закону, получай конфету. Нет, закон призывает к ответу. Закон держится на ответственности. Да, поэтому везде, где обесцениваем, то, что человек обесценивает, то он и теряет. То он и теряет. Все, что он обесценил, возможности, да, результаты, полученные, обесценил, проблему раздул. А что сносит человек? Берет проблемку гномика на 1%, превращает ее больше, чем все дары, которые он получил, и говорит, какая большая проблема. Ну и принимает решение на больную голову.
Пожалуйста, обесценивание результатов, обесцениваем покровительство, обнаруживаем и, конечно, решение убирать дотла. Да, когда вы оцениваете, ну, по идее, покровительство, человек, идущий по пути света, это цель, одна из глобальных, к которой он идет. Максимальное покровительство, да, это максимальная энергия, это возможность задавать вопросы, получать ответы, находить правильные решения. Да, фактически условия достижения абсолютно любой цели, да, это что? Убрать, что мешает, и получить право. Да, право это тебе не будет мешать, а покровительство тебе будут помогать. Да? Поэтому любой духовный адекватный человек, он стремится к получению покровительства в целом и по тем целям, к которым он стремится. Да, но в целом мотивация убивается, если человек неблагодарен и у него включена недооценка. Первое. Непринятие зрелости души. Значит, что здесь? Ну, если огрубить, опять же, ребенок, взрослый, если человек воспринимает себя как ребенка, то ему можно совершать ошибки, ему можно быть там неэффективным, ему, ну, он считает, так оно и есть, многое прощается, особо ничего не требуется. Да, если человек себя воспринимает не взрослым, то у него нет понимания, что к нему предъявляется определенный счет, ему нет необходимости соответствовать каким-то требованиям, он не знает толком себя, каким потенциалом, какой силой он обладает, на что способен, на что он может реализовать в этой жизни. Ну, он просто ребенок. У него приятное времяпрепровождение. Да. Жизнь, игра. Поэтому непринятие себя взрослым в духовном плане, оно связывает человеку руки. И для его сознания снимает с него какую-либо ответственность. А если вы взрослый, то мой потенциал, его наилучшая реализация и высшие силы от меня ждут результатов. Моя задача понять, какие результаты, и наилучшим образом к этому стремиться. И вторая программа с ней взаимосвязанная. Право быть собой. По-разному это может выглядеть. Ну, предположим, да, большинство людей там не понимают, что такое эзотерика. И что, подстраиваться под них? Ну, учитывать нужно. Но более правильно, когда человек, что такое быть собой? Право говорить то, что ты думаешь. Право, ну, думать, конечно, о последствиях, но говорить, что думаешь, что чувствуешь. Право влиять, да, право переключать. Поэтому правильно, когда человек все-таки, если ты духовный, ты ведешь себя как духовный человек, да, учишься расширять сферу своего влияния, да, переключать, да, чтобы, ну, утверждать свет.